Всем привет, друзья, с вами снова канал Best Game. Что ж, наконец-таки мы дождались, и Rovio планирует возродить игру Angry Birds Epic. Среди всех удаленных игр Angry Birds фанаты больше всего ждали возвращения именно Angry Birds Epic, поскольку, по мнению многих, он является лучшей игрой из серии Angry Birds, конкурируя всего лишь с Angry Birds Go и Angry Birds Fight. Конечно же, официального подтверждения от Rovio по поводу того, что уже ведется разработка, пока что не было, однако в Фейсбуке уже начала появляться реклама, видео, в котором показывается Angry Birds Epic, и если мы перейдем по этому видео, то мы попадем на опрос по ремейку Angry Birds Epic. Практику с рекламными роликами Rovio начали использовать еще давно, ну и они ее продолжают использовать, как для создания новых игр, так и для ремейка старых. Что ж, давайте-ка я вам покажу этот самый рекламный ролик. Ну и что же мы в этом ролике увидели? Здесь нам показали персонажей из Angry Birds Epic и параллельно с этим показывали бои. Но по традиции, помимо рекламного ролика, Rovio сделали еще и опрос по этой игре в Geek Lab. Давайте-ка разберем этот опрос. Первый вопрос. Что вас заставило нажать на объявление? Пожалуйста, выберите все применяемое. Это игра по Angry Birds, привлекательный визуал и стиль рисовки, привлекательные персонажи, привлекательный геймплей. Другое. Пожалуйста, укажите. Второй вопрос. Что вас заставило нажать «Установить» на странице магазина приложений? Пожалуйста, выберите все применяемое. Стратегический аспект игры, RPG аспект игры. Я могу собирать и повышать уровень эпических птиц-героев с помощью мощных усилений. Я могу сражаться в эпичных боях. Я могу исследовать новые миры. Бренд Angry Birds. Привлекательные визуалы, стиль рисовки. Эта игра имеет хороший рейтинг или много загрузок. Рейтинг или отзывы хорошие. Другое, пожалуйста, укажите. Ничего из этого я нажал «Установить» случайно. Дальше, третий вопрос. Насколько вы согласны или не согласны с следующими тремя утверждениями об игре? И, кстати, здесь ошибка, потому что написано то, что утверждений 3, но на самом деле их как бы 4. Ну и как мы видим, здесь нам необходимо вот таким образом протыкать точки. Давайте-ка сначала переведем утверждение. Эта игра является для меня чем-то новым. Мне нравится визуальный стиль и графика этой игры. Вселенная, тема и мир, в котором происходит действие игры, привлекательны. И геймплей этой игры для меня привлекательный. Ну и теперь варианты ответа. Полностью не согласен. Умеренно не согласен. Частично не согласен. Нет мнения. Частично согласен. Умеренно согласен и полностью согласен. Четвертый вопрос. Вы когда-нибудь играли в какие-то игры по Angry Birds? Варианты ответа. Angry Birds Epic, Angry Birds 2, Angry Birds Evolution, другие игры по Angry Birds, либо же не помню название, или никогда не играл в игры Angry Birds. Пятый вопрос. Каковы ваши любимые игровые жанры? Надо указать от 1 до 3. Экшен, например, Marvel Conquest of Champions, Brawl Stars, Subway Surfer. Казино. Матч, например, Homescapes, Candy Crush, Merge Mansion и какой-то Toon Blast. Моба, например, Mobile Legends Bang Bang, Pokemon Unit, League of Legends, Wild Rift. Музыкальные игры, например, Magic Tales 3, Cuties, Dimo. Головоломки, например, Hidden Hotel, Angry Birds 2. Гонки, например, Mario Kart Tour, CSR Racing. RPG или RP игры,
Например, Genshin Impact, Cookie Run, Kingdom, Pokemon Go. Песочницы, например, Roblox, Minecraft. Симуляторы, например, Township, Cookie Fever, Design Home. Шутеры, например, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Free Fire. Спортивные игры, например, Gold Clash, Madden NFL Mobile, FIFA Football. Стратегии, например, Clash of Clans, Rise of Kingdoms, Lords Mobile, Hearthstone, Clash Royale. Настольные игры, то есть цифровая адаптация реальных игр. Например, Solitaire, Chess, Coloring. И игры в слова, например, Wordscapes, Word Fish Friends. И другое, пожалуйста, укажите. 6 вопрос. Сколько денег вы потратили на мобильные игры за последние 6 месяцев? Варианты ответов. $0 я никогда не донатил в мобильные игры. $0 я донатил в мобильные игры, но за последние 6 месяцев я этого не делал. $1-$25, $25 $50, $50 $100, $100 150, 150 200, 200 250, 250 300, 300 и больше, пожалуйста, укажите. И последний вариант ответа неприменяемо, я никогда не играл в мобильные игры. Дальше у нас идет вопрос, у которого как бы нет номеровки, нас просто спрашивают, сколько нам лет. Варианты ответа. Меньше 18 лет, от 18 до 24, от 25 до 34, от 35 до 44, от 45 до 54, от 55 до 64, и последний вариант ответа 65 лет и больше. Прочитайте 12 причин для игры и выберите 3 лучших, которые вы хотели бы видеть в мобильных играх. Коллаборация с остальными игроками, например, чат или игра в команде, волнующий, быстро развивающий и интенсивный игровой процесс, продуманная сюжетная линия, включающая интересных персонажей, взрывы, разрушения и хаос, погружение в сильную игровую фантазию с богатым виртуальным миром, освоение игровых задач путем практики и оттачивания игровых навыков, становление настолько могущественным, насколько это способно, например, максимальные статы, соревнования с другими игроками, принятие стратегических решений, мышление и планирование, проявление творческого подхода и настройка своего мира, выполнение каждой миссии и достижения, получение каждого предмета коллекционирования, становление кем-то другим в правдоподобном альтернативном мире, другое, пожалуйста, укажите, и ничего из вышеперечисленного, я никогда не играл в мобильные игры. Что ж, вот я и перевел все вопросы и варианты ответов в этом опросе. Если же вы хотите его пройти, то вы можете это сделать. Я оставлю ссылку на этот опрос в описании. Ну и теперь давайте-ка поговорим на тему того, каким будет этот ремейк. Будет ли игра платной или бесплатной? Скорее всего, Angry Birds Epic будет бесплатным, поскольку в онлайн-играх, и уж тем более в мобильных онлайн-играх, вполне себе нормальная практика, если в игре есть реклама и донат. Но Rovio Classics Angry Birds сделали платным, потому что в последних версиях Angry Birds Classic доната было просто, очень много, так же, как и рекламы. Однако в Angry Birds Epic донат был хорошо поставлен, и можно было вполне себе спокойно развиваться без доната. Ну и, конечно же, во-вторых, в игре предлагалось привязать аккаунт к Фейсбуку и получить за это мощные бонусы. И причем привязать игру к Фейсбуку предлагали не только в Angry Birds Epic, а вообще во многих играх от разных компаний. Ну и понятное дело, что за бесплатно они так не будут рекламировать Facebook, и скорее всего Meta, это если что разработчик Фейсбука, просто платит Rovio и другим компаниям за то, что они привлекают в Facebook новых пользователей. Ну и за счет этого партнерства с Фейсбуком Rovio в принципе могут тоже заработать неплохое такое количество денег. Если что, насчет того, каким будет ремейк Angry Birds Epic, я даже сделал отдельное видео. Если вы хотите, то можете его посмотреть. Ну и что же я могу сказать в заключении? Я, конечно же, как и многие люди, очень рад, что Rovio наконец-таки заинтересовались в
возвращении Angry Birds Epic, поскольку лично на мой взгляд это самая лучшая игра по Angry Birds. Но, друзья, Rovio заинтересованы не только в возвращении Angry Birds Epic, они также планируют переделать Angry Birds Evolution. Как бы Angry Birds Evolution никто и не удалял, он до сих пор находится в Play Market, однако на самом деле с ним такая же ситуация, что и с Angry Birds Epic. То есть, как бы в него можно играть, однако там нет обновлений и играть становится скучно. Про ремейк Angry Birds Evolution мы поговорим в отдельном видеоролике. Ну что ж, друзья, а на этом пока все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. А будут вопросы, пишите в комментариях. Пока-пока, друзья, и до встречи в новых видео.